10 инструкции о порядке выплаты в Министерстве обороны Российской Федерации единовременных пособий военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, членам их семей соответствует действующему законодательству. Решение военной коллегии Верховного суда РФ от 24 августа 2005 года номер ВКП 0589 извлечение. Обратился с заявлением в Верховный суд РФ, считая, что пункт 10 инструкции о порядке выплаты в Министерстве обороны Российской Федерации единовременных пособий военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы и членам их семей далее. Инструкция, утвержденная приказом министра обороны Российской Федерации от 2 февраля 1999 года номер 55, противоречит действующему законодательству. Военная коллегия Верховного суда РФ 24 августа 2005 года отказала в удовлетворении данного заявления по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27 мая 1998 года номер 76 ФЗ о статусе военнослужащих при досрочном увольнении военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, с военной службы военных сборов в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие увечья, ранений, травмы, контузии, либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, им выплачивается единовременное пособие в размере военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 60 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты. Пособие военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, гражданам, призванным на военные сборы, 60 минимальных месячных окладов по воинской должности по первому тарифному разряду, предусмотренному для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, установленных на день выплаты. Пособие или в ином размере, определенном федеральным законом. По смыслу указанные нормы военнослужащие приобретают право на получение единовременного пособия только в случае признания их негодными к военной службе, когда приведшие к негодности увечья, ранение, травма, контузия или заболевание наступили при исполнении ими обязанностей военной службы. Таким образом, законодателем определены необходимые условия, при которых производится названная выплата, причинная связь между увечьем, ранением, травмой, контузией или заболеванием и негодностью к военной службе, а также наступление данной категории годности при исполнении военнослужащим обязанностей военной службы. Исчерпывающий перечень случаев, при которых военнослужащий гражданин, проходящий военные сборы, считаются исполняющими обязанности военной службы, предусмотрен пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 28 марта 1998 года номер 53 ФЗ о воинской обязанности военной службе. При применении положений пункта 3 статьи 18 Федерального закона о статусе военнослужащих в нормативном единстве с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Правом на получение единовременного пособия обладают военнослужащие в случае признания их негодными к военной службе вследствие увечья, ранений, травмы, контузии либо заболеваний и установления, что негодность наступила при исполнении ими обязанностей военной службы, в соответствии с оспариваемым пунктом 10 инструкции права на получение единовременного пособия, установленного в пункте 3 статьи 18 Федерального закона о статусе военнослужащих, приобретают военнослужащие при определении причинной связи увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания с исполнением обязанностей военной службы в формулировках «военная травма» или «заболевание» получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Это причинная связь и категория годности военнослужащих к военной службе определяются военно-врачебными комиссиями в соответствии с положением военно-врачебной экспертизе. Указанная инструкция является нормативным правовым актом, регулирующим основания и порядок выплаты военнослужащим Министерства обороны Российской Федерации единовременного пособия, выплачиваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона о статусе военнослужащих,
и издано в соответствии с полномочиями, предоставленными министру обороны Российской Федерации, действовавшими на момент утверждения инструкции указом президента Российской Федерации от 14 августа 1996 года номер 1176 о системе федеральных органов исполнительной власти и положением о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденным указом президента Российской Федерации от 11 ноября 1998 года номер 1357. Из заявления П. усматривается, что он оспаривает положение инструкции как ущемляющие его право на получение единовременного пособия при наличии иной формулировки заключения военно-врачебной комиссии, кроме указанных в пункте 10 названного нормативного акта. Данное утверждение ошибочно по следующим основаниям. Согласно пункту 41 положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 года номер 123, военно-врачебные комиссии выносят заключение о причинной связи увечий, заболеваний со следующими формулировками: военная травма, заболевание получено в период военной службы, заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, общие заболевания. При этом формулировка заболевания получена в период военной службы выносится, в том числе, если заболевание возникло у освидетельствуемого в период прохождения военной службы, военных сборов, службы в органах, либо достигло в указанный период степени тяжести, которая изменяет категорию годности или приводит к негодности, в том числе временной, освидетельствуемого к военной службе, службе в органах, а также при хронических медленно прогрессирующих заболеваниях, диагностированных до истечения 1 года после увольнения с военной службы, службы в органах, если начало заболевания можно отнести к периоду прохождения военной службы, военных сборов, службы в органах, согласно указанным формулировкам заключений военно-врачебных комиссий, а также основаниям, при которых они выносятся. Оспариваемые заявителем военные травмы и заболевания радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Безусловно, свидетельствует о совпадении установленных федеральным законом условий для выплаты единовременного пособия. Из содержания других формулировок, например, заболевание получено в период военной службы, усматривается, что при установлении причинной связи между увечьем, ранением, травмой, контузией или заболеванием и негодностью военнослужащего к военной службе, произошедшей при исполнении им обязанностей военной службы, военнослужащий не лишается права на получение единовременного пособия. Из изложенного следует, что оспариваемый заявителем пункт инструкции не содержит ограничения для осуществления выплаты единовременного пособия, предусмотренного пунктом 3 статьи 18 Федерального закона о статусе военнослужащих, а лишь устанавливает бесспорные основания для возникновения права на указанную выплату. Данный вывод подтверждается также соответствием оспариваемых предписаний инструкции пунктом 41 положения о военно-врачебной экспертизе и пункта 3 статьи 18 Федерального закона о статусе военнослужащих. Как указано выше, военнослужащие приобретают право на выплату, если негодность к военной службе вызвана увечьем, ранением, травмой, контузией или заболеванием, произошедшим при исполнении ими обязанностей военной службы. Из формулировок в заключении военно-врачебных комиссий, установленных пунктом 41 положения о военно-врачебной экспертизе, усматривается, что только 2 из них, а именно военные травмы и заболевание радиационно обусловленное, получено при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, выносится в случае установления причинной связи увечья, ранений, травмы, контузии или заболевания с изменением годности или негодностью к военной службе, наступившей при исполнении военнослужащими обязанностей военной службы. Другие формулировки: заболевание получено в период военной службы и общее заболевание не связывают выводы военно-врачебных комиссий со временем исполнения военнослужащими обязанностей военной службы, в частности, формулировка заболевания получено в период военной службы может быть вынесена, если увечье, заболевание получено освидетельствуемым в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы,
При таких данных военная коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый заявителем пункт 10 инструкции о порядке выплаты в Министерстве обороны Российской Федерации единовременных пособий военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, утвержденный приказом министра обороны Российской Федерации от 2 февраля 1999 года номер 55, не противоречит действующему законодательству и нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.